Привет всем! Привет-привет! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». И Юлей. Да, «Русский с Максом» и Юлей. Канал для тех, кто изучает русский язык. И в этом видео вы услышите наш с Юлей диалог. Я рекомендую вам включить субтитры. И если вы хотите получать транскрипции и вокабуляр для этого видео и для моих подкастов и вообще много крутых материалов для практики русского, то присоединяйтесь к membership программе, друзья. Ссылка будет в описании. Юля, хочу сегодня с тобой поговорить на животрепещущую тему. Трепещет она живо, да? Да, она животрепещет. Что это за животрепещущая тема? Что же? Это тема проблем длительных путешествий и переездов. Да? Потому что очень часто есть всякие мотивирующие видео на Ютубе, которые говорят: вам нужно путешествовать, возьми, не знаю, съезди в кругосветное путешествие, или там еще что-то, вот такие мотивационные речи. Ну, и это в целом хорошо, я не вижу здесь никаких проблем, но хотелось бы поговорить о нашем опыте и о тех проблемах, которые возникают при переездах, частых переездах, как в нашем случае, и вообще о длительных путешествиях. Да, о их теневой стороне. Да, об обратной стороне. У меня, кстати, друзья, был подкаст, я в подкасте уже говорил на эту тему, говорил о проблемах и радостях постоянных переездов. Послушайте этот подкаст, но сегодня вы услышите что-то новое, потому что мы будем говорить с Юлей вместе. Ага. Интересно услышать, Юля, твою точку зрения. Итак, давай начнем с переездов. Да. Последние 1,5 года, наверное, почти 2 года у нас прошли в постоянных переездах. Так и есть. И здесь есть свои плюсы, мы не будем о них говорить, это все понятно. Но давай поговорим о минусах. В чем здесь для тебя проблема в переездах? Ты сказал про 1,5 года, Да. но как-то недавно мы пытались припомнить, когда последний раз мы, вместе или по отдельности, хотя бы в течение года жили на одном месте. Но вот с 2014 года, то есть уже 9 лет, я нигде не живу дольше полугода. Да, то есть вот можно было бы подумать, что только с февраля 2022 года мы начали вот так вот ездить, но нет, Юля с 2014 года нигде не жила дольше года. Можете представить, дольше года Юля уже 9 лет нигде не живет. Я, наверное, с 2018 года нигде не живу тоже дольше года. По разным причинам. Да, по разным. Но давай не будем об этом. Давай поговорим о том, какие здесь минусы и подводные камни. Первый подводный камень, который я вижу, это то, что в какой-то момент переезды становятся утомительными, потому что они становятся рутинными. Когда ты первый раз куда-то приезжаешь, ты думаешь: боже, как все сложно, мне нужно там найти жилье, купить сим-карту, найти, куда я сейчас буду ходить на йогу. То есть у тебя много каких-то новых проблем, вызовов, задач. Когда ты переезжаешь в очередной раз, ты думаешь: боже, опять искать жилье. Ты очень хорошо знаешь алгоритм, по которому ты будешь действовать, но ты уже устаешь от этого, потому что каждый раз ты приезжаешь, каждый раз одно и то же. Нужно заново строить себе жизнь. Мы искали квартиру в Белграде, мы искали квартиру в Нови Саде, мы искали квартиру в Ереване, в Казахстане, в Буэнос-Айресе 2 раза. То есть это все интересный жизненный опыт, Очень. Но в какой-то момент он перестает быть интересным, и он перестает быть, наверное, опытом. Да. То есть это уже как рутина какая-то, которую ты делаешь, которую нужно сделать, нужно найти квартиру, но это
тебе не дает какого-то роста. Да, но при этом забирает много энергии. Пока ты этим занимаешься, ты очень мало что можешь еще успеть сделать. Мы с тобой, помнишь, мы с тобой обсуждали, что нам даже, у нас как бы нет других тем для разговора, кроме ребенка, который спит в соседней комнате, да, и переездов. Потому что вся наша жизнь сейчас это ребенок и переезд, ну и все дела, которые связаны. Да. То есть получается, что ты посвящаешь этому огромное количество энергии, которую можно направить на что-то другое. Да. На открытие своего бизнеса, например. Да, например, на открытие своего офлайн бизнеса. Кстати, об этом мы говорили в прошлом диалоге. Послушайте, там мы говорили о том, что нам с Юлей интересно было бы сделать офлайн, какой бизнес начать, какой проект начать. Мы это обсуждали. Да. Хорошо. А с твоей точки зрения, какие есть еще подводные камни переездов? Подводные камни переездов. Не знаю. Наверное, мы все сказали. Я лишь могу подытожить, что челленджи превращаются в рутину, Да. что интерес к этим челленджам, вызовам теряется, и огромное количество энергии, сил, энергия, силы — это одно и то же, да? Денег. Да, сил, энергии, финансов и моральных сил уходит на решение подобных задач. Да. Поэтому вместо получения нового жизненного опыта ты получаешь рутину, которая тебя уже прям вот бесит. Да, я бы еще добавила, что когда ты куда-то приезжаешь, ты вот выстраиваешь свой быт и какую-то свою социальную жизнь. То есть ты должен найти там новых знакомых, друзей, какие-то места, куда ты будешь ходить. И каждый раз ты это делаешь как будто бы заново, да, в новом месте. А конкретно у меня еще есть проблема, что если, например, я понимаю, что через месяц, 2, там, не знаю, 3 мы отсюда уедем, мне не хочется этого делать. То есть тебе не хочется создавать социальные связи, привязки к каким-то местам, если ты знаешь, что ты отсюда уедешь. Да. То есть ты как будто вечный, не вечный, но ты как будто турист здесь, и у тебя нет никаких связей ни с людьми, ни с какими-то местами, ни с чем, правильно? Да, то есть ты когда приезжаешь и думаешь, я здесь на неопределенный срок, ты начинаешь над всем этим работать. Но если ты понимаешь, что срок определился, и через 2 месяца ты отсюда уезжаешь, у меня исчезает мотивация учить язык, ходить на какие-нибудь встречи с людьми, не знаю... Искать новых друзей, ходить в какой-нибудь фитнес, потому что, а зачем, мы же уже скоро уедем отсюда. Понятно. Это плохо. То есть получается, что ты всегда где-то на поверхности находишься, да? То есть ты не можешь как-то вглубь копнуть, получить какой-то более глубокий опыт, как сказать, создать какие-то более крепкие социальные связи. Да, но мне кажется, что в Аргентине лучше получается все это создавать. Надеюсь, что так и будет дальше. Окей, давай тогда еще поговорим про путешествия. Да. Это мы говорили про переезды, про путешествия. В чем ты видишь, не знаю, у тебя был опыт, да, длительных путешествий? Был, да. В чем были проблемы? В путешествиях, наверное, я по США ездила с подругой, мы ездили, волонтерили там в хостеле, жили по каучсерфингу. Наверное, основной минус в том, что у тебя от большого количества впечатлений немножко замыливается взгляд, и вначале ты очень мотивирован, я приехал в Сан-Франциско, боже мой, как интересно, а потом, ты снова куда-то едешь, ты устаешь, и ты уже не можешь так остро реагировать на то, что ты приехал в какое-то место, куда ты давно хотел попасть. То есть ты переполняешься впечатлениями, эмоциями, и, правильно ли я понимаю, ты переполняешься впечатлениями, эмоциями, и
тебе уже все становится не так интересно. Да. Ты уже не можешь насладиться каким-то видом нового города или каким-то водопадом. Ты приезжаешь, водопад, Ниагарский водопад. Красиво. О, красиво, окей, ну что, пойдем покушаем, да? Ну, как-то так, да. А расскажи про свой опыт длительных путешествий. У тебя он был еще более длительным. Я 4 месяца ездил автостопом по Азии, по Юго-Восточной Азии. Ну как, это был и Китай, Вьетнам, Лаос, Малайзия, Индонезия, Таиланд, по этим странам. И первый, наверное, месяц было все очень круто. Это было все равно очень тяжело, но все равно очень круто. Но потом мне уже казалось, что все, я больше не могу. Я хочу просто лежать, не хочу никуда ходить, не хочу ничего смотреть, не хочу ничего делать. Просто дайте мне полежать где-то в комфорте. Да, вот еще момент такой, что эти путешествия чаще всего сопряжены с определенным уровнем дискомфорта. Когда ты, не знаю, спишь на лавочке, на вокзале в обнимку с рюкзаком, и в какой-то момент ты просто хочешь лечь на большую кровать и никуда не идти с этим рюкзаком. Да. Причем я заметил, что когда мне было там 20 плюс лет, это было как-то проще. То есть твоя жажда впечатлений, жажда приключений, она была гораздо сильнее, чем твоя потребность в комфорте. Да. А сейчас, когда тебе 30 плюс, да, то я уже по-другому на это смотрю. Мне хочется жажды приключений, но я понимаю, что мне все равно нужен какой-то уровень комфорта. Ну, да. А когда появился ребенок, то, хотя с моим первым ребенком мы тоже путешествовали абсолютно безумно, тоже автостопом, но сейчас я не готов повторять такой опыт. Сейчас хочется чего-то другого. Но, может быть, это у нас так? Да. Друзья, расскажите, пожалуйста, бывает ли у вас такое, что вы переполнились впечатлениями, и новые впечатления просто уже не влезают в вас, да, что вы уже не воспринимаете новые какие-то впечатления, то есть вам уже не интересно смотреть достопримечательности. И если, вот какой срок у вас? Я бы, наверное, сказал, это очень зависит. Наверное, вот дольше 2 недель я бы вряд ли согласился куда-то поехать сейчас. Тут еще надо понимать, что если это не отпуск, а ты сочетаешь это с работой, то тебе нужно в эти 2 недели еще заложить то, что ты работаешь. Да. Согласен, окей. Если представить, что это чисто отпуск, то есть ты не работаешь, мне такое представить сложно, но если это представить, то я думаю, что, наверное, 2 недели это максимум. Перемещений каких-то. Да. Постоянно. Да, дальше это было бы уже просто тяжело, мне было бы уже не так интересно. Да, согласна. Хотелось бы больше времени провести где-то на одном месте, а не просто постоянно менять картинки. Да. Друзья, как у вас? Через какое время у вас наступает перенасыщение эмоциями? Напишите, пожалуйста, в комментариях, присоединяйтесь к мембершип-программе и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Счастливо.